Смотри, что делает. Ключевой водой напои меня. То, что найдено в окрестностях поисковиками было. Так что не думайте, что я пропал. Вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас. 445 рублей такой набор стоит. Бои на Балтийской косе, которые так любят посещать копатели нашего региона. Все в подробностях. При немцах раскопки здесь проводились. По Садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу. Идем на Светлогорск, друзья. Идем на Светлогорск. 11 километров прошли, выехали пораньше, чтобы на трассе машин меньше было. Сейчас съезжаем на дорогу более спокойно. 11 км полет нормальный. Так, вот здесь, ребят, была когда-то... Был поселок огромный немецкий. До сих пор люди живут. Причем во время войны Великой Отечественной здесь вообще мощнейшие бои разворачивались. Старый поселок вот там в лесу был. А дома вон немецкие, видите. Еще и черепица. Оригинал. Сколько мы прошли, Владос, уже? 18 км. А лес хвойный, друзья. Ночью дождь поливал. Такой воздух вообще вкусный. Сейчас будем еще одну небольшую, ну не деревеньку, поселочек проезжать. Тоже немецкий дом здесь. Территория ухоженная. Сады, огороды. Здесь в лесу тоже выезжали неоднократно копать. Тоже дома там были. Сейчас срежем 5 километров, друзья. Вон пулемет, кстати, торчит, ребят. Это сейчас на поезда вроде ставят. Опять по шпалам иду. Светлогорск, привычки. А с горочки хорошо идет. Оживленный участок прошли. Сейчас доедем до мемориала. И там уже сделаем водопой небольшой. Владос сзади наступает. На пятки наступает. У нас первая остановка на водопой. И Влада компьютер показывает, что мы прошли 30 километров 263 метра. При этом остановились на Народном воинском мемориале мотоциклистам. Кто смотрел, в прошлом году мы ездили по этому маршруту. Мы тоже сюда заезжали. И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас. Здесь мужественно сражались бойцы 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка и 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Февраль 45-го года. Смотрите, тут
то, что найдено в окрестностях поисковиками было. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Рыбакоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. И вот тут вот карты. Положение в районе Теренберга 4 февраля 45-го. Положение. С 8 до 14. Ну да, с 8 до 14 положение наших войск и немецких. Здесь уже с 16 до 24, тоже 4 февраля, 5 февраля. А сам Теренберг, он получается по этой трассе дальше и по левую сторону. Ныне его нету уже, этого поселка. И дальше по датам пошло до 7 февраля. Ну здесь, так понимаю, уже конкретно нашим надавали. Сюда оттянули. То есть вообще практически в кольце были. Ну да. Время, я как понимаю, зима, блин. Нам осталось 16 км. 43 километра за плечами, друзья. А мы уже едем. Мы уже на подъезде в Светлогорск. Тут уже велодороженька пошла. Батюшки мои. Может, к Валерии профессору заедем, поздороваемся. Сделали небольшую остановку. Курганный могильник. 1000 лет до нашей эры. И старая фотография. Видите, еще при немцах раскопки здесь проводились. Чуть не убило. Это курган перед началом раскопок. В процессе археологических раскопок в 1930 году. И это вот уже современные раскопки, 21 год. Вот тут вот, я так понимаю, представлены виды, внешний вид захоронения того самого. По велодорожке, конечно, приятно ехать. Люди на работу спешат. А мы сейчас согласовали встречу с Валерой, профессором, и заедем к нему. Через центр города. Здесь санаторий. Здесь электрички с туристами ходят. А мы поедем по главной улице. Здесь вот для автомобилей получается одностороннее движение на выезд. И для велосипедов, самокатов выделенная дорожка. Время 8 утра. Мы доехали, получается, за 2,5 часа. Со Светлого до Светлогорска. Сколько там, Влад, сейчас километраж? 47, 600. Почти полтинник, короче. Ну, 50, когда Валеры доедем. 50 будет. Город еще спит. Ну, это вот театр эстрады такой большой у нас. Здесь всякие КВНы проходят.
голосящий Кивин, концерты всяческие. Тут ярмарки всякие. Домики такие. Здесь церковь на месте детского сада, на который упал самолет. Не помню в каком. Да, Валера тогда в 1 классе учился, профессор. Тут пиццерия. Почти 60 лет назад, да? Но это, по-моему, в 1960 каком-то было. Валерий, привет подписчикам. Будем передавать. Приветствую, подписчики. Скоро у нас передача выйдет, возможно. Скоро выйдет передача. Что значит возможно? На какую тему? О, бои на Балтийской косе, которые так любят посещать копатели нашего региона. Все в подробностях. Что, когда, как, в каких количествах. Где-то, может, через неделю, через парочку, да? Да, где-то так. Надо же подготовиться тщательно. Так что не думайте, что я пропал. Все, лайкосики, друзья. Ну что, теперь двигаемся к морю. Посмотрим, как там обстановка. Купаться не знаю, будем или нет. За бортом вообще не жарко, если так. Проезжаем детский пионер-лагерь, друзья. А запах-то какой? Там готовят обед. Запах просто шикарный. А мы уже проголодались как раз таки. Море штормит, ребята. Трапеза у нас, друзья. Вот такой чизбургер, довольно-таки. Картошка фри и пепси. Пепси. 445 рублей такой набор стоит. 52 километра 800 метров пройдено. Сейчас выпьем кофейку и двигаемся назад потихоньку. Сегодня без купаний. Медленно, но верно. Наш эшелон двигается в сторону дома. Очередной немецкий дом на пути. Даже больше не на дом, похоже, наверное, амбар какой-то был. Сколько прошли, Влад? Периодически с ветром доносятся ароматы гриба веселка. Кто знает, он имеет такой запашок с тухлицой, мягко говоря. Дорога такая, машины редко проезжают, но КАМАЗы ездят. Едем, нам еще до дома добрых 40 километров, друзья. Так что с Богом поедем. Смотри, что делает. Смотри, что делает, блин. Идем где-то 40 километров в час. Перерывчик опять на мемориале, обратный путь. Влад заметил тут, когда делали ступеньки,
гильзы от винтовки Мосина. В конце 44-го года, да? Уже как бы наши реализовали. Да, здесь вон. Это вот эти самые, как Тем временем 73 километра 426 метров. Подъехали вот. Речушка протекает. Видите, тут брод, автомобили проезжают. Позови меня тихо по имени, ключевой водой, напои меня. Вкусная, Влад, не? Сольноватая чуть-чуть? Смотри, чтобы бобер не подскочил. Остановились на перекрестке с Владосом. Почем мороженое, Влад? 21 рубль сюда мороженое. 21 рубль за мороженый сок. У меня 57 на сливках. Хорошие цены, друзья, в наше время. Вот мы и добрались до дома. 100 километров пройдено. Что могу сказать? Да и не сказать, что прям сильно устал, лично я. Так, конечно, чувствуется, что немалая физическая нагрузка была, но эмоции получены, заряд бодрости тоже получен, как говорится. Так что ждите, скоро выйдет выпуск, может даже и не один, по боям на Балтийской косе, на косе Фриши Нерунг. Профессор готовит большую передачу. Так что оставайтесь с нами, пишите комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Следите за новостями на канале, друзья. Всем до новых встреч.